Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В студии Саша Карельский, и для вас сегодня я решил вновь повторить рубрику, которая называется «Откровения Саши Карельского». В этой рубрике я буду говорить на интересующие и волнующие меня темы, и надеюсь найти в интернете людей, схожих по духу, и людей, которым, возможно, мое мнение будет близко и как-то будет отзываться в его сердце. Сразу предупрежу, что вы не обязаны со мной соглашаться, это всего лишь возможность поделиться какими-то чувствами и эмоциями, а самое главное переживаниями вместе с вами. Надеюсь, вам будет со мной интересно. Тема, которую я сегодня хотел бы затронуть в этом видео, будет касаться патриотизма. Я считаю, что это очень важное чувство, и всегда встает вопрос касаемо, нужно ли патриотизм воспитывать в человеке, или он в нем есть, существует испокон веков, и нужно просто дать необходимые условия для того, чтобы человек мог без труда проявить этот самый патриотизм по отношению к своей родине, к своему отечеству. И вы знаете, наблюдая за феноменом Димаша Кудайбергена уже на протяжении 2 лет, я думаю, нет человека, который бы мог усомниться в том, что Димаш горячо любит и горячо предан своей стране. Но что самое интересное, мне кажется, это живой пример того, у кого нужно поучиться патриотизму. Вы наверняка знаете, что каждое государство заинтересовано в том, чтобы в ее стране были те самые патриоты, которые любили родину, да, и даже есть сейчас такая дисциплина в школе, которая как бы обязана обучать, воспитывать патриотизму. Хотя, на мой взгляд, патриотизм есть изначально в каждом человеке, и очень важно, чтобы государство, страна просто дало возможность и условия человеку жить, творить. И я думаю, что если в стране жить хорошо, то никаких напоминаний, никаких наставлений о патриотизме и не нужно. Мне кажется, человек сам чувствует некий долг по отношению к тому месту, где он рожден. Вы знаете, мне кажется, что Димаш Кудайберген на сегодняшний день является живым примером того, как нужно любить свою родину, потому что у него есть некая особенность. Это человек невероятно образованный, невероятно умный и невероятно талантливый. И вот все эти качества, так случилось, совместились в одном человеке. И что мне особенно в нем нравится, то что он не бьет себя в грудь кулаком и не кричит о том, что я патриот своей родины, любите свою родину, любите Казахстан. Нет, он просто делает свое любимое дело, поет песни, делает это от души, пытается поднять казахский фольклор, пытается познакомить с историей и культурой музыки своей страны и показать эту культуру другим странам. И оказывается, что даже человек, обладающий каким-то одним навыком, способен транслировать вот тот самый, даже не патриотизм, а просто транслируя любовь к своей родине и к своим предкам, вызывает, во-первых, уважение, а во-вторых, пробуждает интерес к тому, чтобы заглянуть, а что действительно представляли из себя мои прапрапрадеды. И вот когда ты обращаешься, начинаешь смотреть вдруг в какой-то момент назад, ты понимаешь, что какая большая история, какое большое количество дел стоит за спиной твоих прапрапрадедов, твоих предков. И, разумеется, это волей-неволей поднимает твой дух, и ты чувствуешь, насколько велика твоя держава. И поэтому еще один неоспоримый плюс того, как нужно любить родину, я считаю, этому нужно действительно подсмотреть у Димаша, то, что он транслирует величие своей культуры, но при этом не принижая достоинства других культур. И вот это важная вещь.
Потому что в большинстве случаев очень часто в погоне за тем самым патриотизмом мы выпячиваем свое «я». Говорим, вот я, мы сильные, мы лучшие, мы супердержава, да? И это вроде как, с одной стороны, патриотично, но с другой стороны, ты понимаешь, что это ущемляет права других. А ведь если разобраться по большому счету, то у каждой культуры, у каждой страны в истории есть огромное количество вещей, которыми стоит гордиться. Еще мне очень нравится, что наблюдая вообще за Казахстаном и казахстанцами, я вижу, как они очень много внимания уделяют именно своим корням. У них нет, мне кажется, комплекса какого-то, потому что вот даже в нашей стране я не вижу, чтобы была такая мощная пропаганда именно российского фольклора и российского колорита, славянского колорита, который тоже необычайно красив и интересен. А вот в Казахстане, да, вот даже последних 3 примера, если разобрать, вот посмотрите, какую песню исполнил Димаш на День независимости, какой клип выпустил Ержан Максим, облачившись в костюм настоящего батыра, и он говорит о своих предках, и он одевает национальный костюм, и это очень классно смотрится, это очень классно выглядит. А Каракат Башанова какую потрясающую вещь исполнила, да, и какой-то опять-таки клип подготовила для Евровидения. И мне кажется, очень здорово, что казахстанцы вот нараспашку демонстрируют все богатство своей культуры, своих предков, своих орнаментов, своих мотивов, музыкальных инструментов. И я представляю, сколько стран обладают вот этими крупицами, частицами самобытности, о которых сейчас почему-то не принято говорить. Все как-то стало стандартизировано, европезировано. Вот есть какие-то стандарты, они вот как-то перекочевали и в шоу-бизнес, и в клипмейкерское искусство. И все вдруг стало похоже одно на другое. А вот эта самобытность, она, на мой взгляд, и украшает вообще, в принципе, искусство. Вот даже Димаш исполняет, да, композицию, например, «Грешная страсть». Казалось бы, да, композиция там на русском языке. Композиция отчасти может считаться попсовой композицией, но он умудрился в этой песне использовать многочисленное количество приемов и даже фантастические мелизмы, да, народного характера. И обратите внимание, как это здорово прозвучало в песне. Какой объем это придало данной композиции. Это настоящее 3D-мерное пространство, в которое ты погружаешься, и помимо песни, помимо текста, ты знакомишься еще и с богатством культуры другой страны. И вот здорово, что сейчас Димаш находится, я не побоюсь этого слова, под пристальной лупой всего мирового музыкального сообщества, потому что люди вдруг увидели, оказывается, что можно и национальную музыку сделать популярной. И вот даже его мечта о Грэмми, ведь обратите внимание, это не просто задача получить Грэмми, а именно мечта, чтобы он получил Грэмми, исполнив песню на казахском языке. То есть это о чем говорит? Что сама по себе статуэтка для него не имеет никакого значения. А вот показать всему миру свою страну, чтобы весь мир услышал то богатство, накопленное веками этого народа вот в песне, вот это для него является важной задачей. И вот как должен, мне кажется, выглядеть патриотизм в его первозданном виде. Ни слова, ни громкие заявления, а желание не себя сделать известным, а народ сделать известным. Потому что, к сожалению, для большинства артистов слава, успех, популярность сводится к одному, к себе самому. И это
уже тщеславие. Поэтому, завершая эту тему, я хочу сказать, что на сегодняшний день Димаш является прекрасным примером того, как нужно любить свою родину. Давайте попробуем взять эти советы на вооружение, сосредоточиться прежде всего на ценностях своей страны, своей родины, своей семьи, своего рода. Постараться заглянуть туда поглубже. И я уверен, вы увидите там бездонный кладезь тех вещей, которыми можно и нужно гордиться. И этого ни в коем случае нельзя стесняться. Разумеется, движение времени требует чего-то нового, но все новое — это хорошо забытое старое, и очень важно, мне кажется, пользоваться тем, что наработали наши предки, переосмысливать это и транслировать уже в новой современной интерпретации. Но не забывать того, что было нажито нашими народами, то, что ценилось когда-то нашими народами, и то, что составляло их уникальность. Алга. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.